Во многих странах Средней Азии мужчинам запрещается носить бороды, а женщинам прятать лицо в парандже. Так, например, недавно ношение паранджи запретили и в Таджикистане, откуда к нам и едет основная масса мигрантов со своими семьями. Осев в России, мужчины начинают отращивать бороды, а женщины прячут лицо. И в целом эти люди ведут обособленный и привычный для них образ жизни, превращая все вокруг себя в кишлак и ни в чем не считаясь с коренным населением. Обо всем об этом и поговорим в нашем выпуске, а также попробуем разобраться в ценности незаменимых специалистов, которые к нам едут. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, продолжим наш разговор. Начнем с того, что в 2016 году в статье под названием «Таджикистан. С советской застойности к светлому завтрашнему дню» издание «Комсомольская правда» отмечало: здесь активно противостоят хиджабам и ваххабитским бородам. Если полицейские на улице замечают молодого мужчину с бородой, он тут же призывается к бритью. Мужчины старше 40 остаются в стороне, им разрешено носить волосы на лице, так как они считаются более опытными и не представляют опасности. Таким образом, уже в то время Таджикистан пробовал справиться с религиозными исламистами, так называемыми вовчиками, некультурными сектантами-ваххабитами, которые активно заселялись в сельских районах республики. У них был образец для подражания – соседний Узбекистан, где этим методом они успешно уничтожили религиозный экстремизм, заставив всех мужчин сбрить ваххабитские бороды, а женщин отказаться от паранджи, никабов, хиджабов. Те, кто не согласился, были отправлены в тюрьму и перевоспитаны в колониях. И результаты оказались эффективными, в Узбекистане больше не существует ваххабизма. Однако в Таджикистане рейды на рынках в Душанбе были скорее исключением, а вовчиков было слишком много, даже, возможно, большинство населения республики. И находчивое таджикское правительство придумало другой подход – отправлять всех сторонников хатаба работать в Россию, вытесняя религиозных исламистов из своей республики. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Что они будут делать в чужой стране? Для рахмонов это не имело значения, главное, чтобы они уехали подальше, вместе со своими семьями, а те, у кого семьи оставались в Таджикистане, регулярно отправляли деньги в республику. Вовчики в России быстро адаптировались и образовали диаспору. Мужчины носят бороды, в России им это не запрещено. Женщины носят паранджи, никабы, хиджабы, в зависимости от степени вовлеченности их мужей в ваххабизм. Именно из этой группы людей наши враги вербуют террористов для действий на территории Российской Федерации. Эти бородатые люди участвуют в преступлениях против граждан России. И никакие угрызения совести не мучают их после совершения преступлений. Мы для них чужое, неверующее, враждебное общество, которое им почему-то осмеливается диктовать правила поведения. Для них было просто проникнуть в Россию. Даже если кого-то депортировали и запретили въезд, он без труда использовал документы своего свата, кума, брата, друга и так далее, которым въезд еще не был запрещен. Как разобраться в этом всем, ведь для наших служб они все выглядят одинаково. Только сейчас наши власти прозрели и вспомнили, что дактилоскопия существует как средство идентификации личности. Раньше же они пребывали миллионами и без контроля. К счастью, в правительстве до сих пор есть тенденция привлечения дешевой рабочей силы из-за границы, вместо того, чтобы обеспечивать достойную оплату труда своим работникам. А министры убеждают Путина, что без этих замечательных людей с бородами мы не справимся. Да и рождаемость нужно увеличивать, как сказал Владимир Владимирович. А наши новые друзья как раз активно воспроизводятся. И больше всего на свете власти Таджикистана боялись возвращения этих религиозных исламистов обратно в республику. И каждый раз, когда наши правоохранительные органы проводили рейд, МИД Таджикистана тут же выражал протесты, утверждая, что права уважаемых таджикских граждан нарушаются, что это неправильно, не по-братски, нехорошо. Праздники плова – это хорошо, но рейды – это плохо и даже неприемлемо. Но после серии громких преступлений, совершенных мигрантами и новообращенными, российское общество настолько обеспокоилось соседством с ваххабитами, что российские власти начали задумываться, действительно ли эти мигранты являются порядочными работниками, которыми они представляются перед миграционными службами. И после рейдов и проверок начали депортировать исламистов обратно на родину. Но что они будут делать в Таджикистане? Вот и уважаемый Рахмон, ранее известный как Рахмонов, в 2007 году Эмомали Шарипович провел ребрендинг, чтобы создать иллюзию смены власти. Он торопливо отправился в Кремль к Владимиру Владимировичу, чтобы пожаловаться на притеснение таджикских граждан. В ответ наш президент заявил, что наши противники намеренно раскачивают лодку, а мы всегда за дружбу народов, приветствуем, расширим срок пребывания, квоты. Даже напечатаем учебники для вас бесплатно.
Вовчики, вероятно, аплодировали от радости. Но что делать с теми сотнями тысяч нелегальных бородатых ваххабитов и женщин в паранджах, которых выдворили из России или которые сами уехали домой, опасаясь репрессий? Верно, сделать их жизнь на родине некомфортной и вытеснить обратно в Россию, где Рахмон договорился о лояльности. И вытеснение началось. Таджикские СМИ сообщают, у входа на рынки, в торговые центры, поликлиники и другие учреждения появились специальные группы людей, которые следят, чтобы женщины носили хиджаб, не закрывая платком лицо, шею и волосы. Местные жители рассказывают, что в случае неправильного ношения религиозного платка женщину не пускают в общественное место, пока она не повяжет хиджаб по-таджикски. Проверяющие поясняют, что одежда, полностью скрывающая лицо, явление, чуждое национальной культуре. Один из рыночных торговцев, продающий исламскую атрибутику, пожаловался на угрозы со стороны властей. Ему дали 10 дней, чтобы продать все молельные коврики и четки, иначе он лишится лавки, так как вводится запрет на религиозные товары. Штраф за отказ от соблюдения этих правил – 3500 сомани, это $322, сумма внушительная. Также останавливают молодых мужчин с бородой. Более того, парламент Таджикистана полностью запретил ношение в стране паранджи, внеся поправки в закон о регулировании обычаев и традиций. Ранее власти Таджикистана заявляли, что ношение платков, скрывающих женские лица, противоречит культуре страны. Согласно уже существующим законам, женщинам в хиджабах уже запрещено входить в государственные учреждения страны. И куда всем этим людям податься? Верно, туда, где бороды, паранджи и хиджабы не запрещают, а диаспоры помогут решить проблемы с документами и проживанием. И вот возникает вопрос, до каких пор? Если на восточном постсоветском пространстве они активно избавляются от этих своих граждан, почему у нас они должны чувствовать себя комфортно? Где наши законы, которые запрещают носить эту радикальную исламистскую атрибутику в виде бород и паранджи? Это не противоречит нашей культуре. Хотите работать и получать заработную плату? Пожалуйста, работайте, но свои ваххабитские привычки носить знаки свой-чужой оставьте для тех мест, где любят поднимать палец вверх. А пока ношение хиджабов почему-то разрешено даже в российских школах, в Узбекистане и Таджикистане запрещено, а в парандже можно увидеть кассиров гипермаркета. Чтобы случайно не обидеть уважаемых гостей. В связи со всем этим глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в нашей стране надо запретить никабы, а ребенку, не знающему русский, не место в школе. Стоит отметить, что глава Совета по правам человека при президенте России был, возможно, одним из первых высокопоставленных политиков в нашей стране, кто заговорил об опасности для нашей страны массовой нелегальной миграции и создания этнических анклавов на территории нашей страны. И недавно Валерий Фадеев дал большое интервью парламентской газете. Из интересного отметим следующие его заявления. Обращу внимание еще на одну проблему. В России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза, и это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию, считаю, что никабы в России должны быть запрещены. Следующий наболевший вопрос связан с детьми мигрантов. У Совета по правам человека очень простая позиция: ребенка, не знающего русского языка, нельзя принимать в школу. Прежде его нужно обучить русскому языку. Взваливать эту обязанность на школы неправильно, необходимо создавать специальные центры. Если в классе есть дети, не владеющие русским языком, в первую очередь это нарушает их права. Они просто ничему не научатся. Кроме того, такая ситуация нарушает права других детей, которым мешают учиться, а также права учителей, на которых возлагают дополнительную работу. В результате возникает хаос. Я не видел никаких исследований о том, сколько нам реально нужно иностранной рабочей силы, в каких отраслях и регионах. Взять, к примеру, стройку, сколько там нужно мигрантов? Никто не знает, но говорят, что много. При этом производительность труда в российском жилищном строительстве в 4 раза ниже, чем в США. Может быть, лучше поднять производительность труда, хотя бы вдвое? Тогда потребуется в 2 раза меньше работников. Кроме того, вырастет зарплата, появится возможность привлечь местных жителей, конфигурация всего рынка труда может измениться. Работодатели рассказывают, что мигранты работают по 10 часов в день, 60 часов в неделю, а россияне на это не пойдут. Но прежде всего это говорит о несоблюдении работодателем Трудового кодекса.
а несложное сопоставление налоговой отчетности и предлагаемых на рынке труда зарплат позволяет выявить, что зарплату некоторые компании выплачивают серую, без налогов. Россияне уже редко соглашаются на такую оплату, а мигрантов это вполне устраивает. Необходимо создать реестр работодателей, которые заявляют о потребности в иностранной рабочей силе. И они должны объяснить или доказать ответственным ведомствам, почему не могут найти работников на внутреннем рынке. Во много прав, Валерий Александрович, но некоторые вопросы остаются. Например, за чей счет мигранты должны учить русский язык в специальных центрах? Очевидно, ответ один – за свой счет и еще до приезда в Россию. Хотя в целом непонятно, зачем в Россию ехать семьям трудовых мигрантов. С какой целью? Тут в голову уже начинают лезть нехорошие мысли. Но да, наводить порядок в уже случившемся стоит начать хотя бы так. Требование, которое озвучил Фадеев, это, конечно, первоочередное. За этим и все остальные проблемы сразу начнут сходить на нет из-за усыхания в Россию потока мигрантов. И еще один очень важный момент в своем интервью отметил Валерий Фадеев. Коррупционеры из государственных структур, которые продают сертификаты и продают гражданство, это, пожалуй, одни из главных виновников кризиса в миграционной сфере в России. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!